Всем привет! Сегодня мы приготовили рамен по-студенчески. Самый простой способ, наверное, приготовления данного блюда, потому что рамен, в принципе, он сделан из лапши. В лапше мясо, яйцо и сколько-то зелени. Там где-то зелень добавляют, где-то зелень не добавляют. Я, честно, не знаю оригинального рецепта рамена, но почему-то мне пришло в голову сегодня именно поужинать именно таким блюдом, потому что ам, это big lunch, и он достаточно сытный. То есть там есть мясные маленькие кусочки, приправы и прочее, прочее, прочее. Единственное, что чашка, скажем так, маленькая пиалочка бигланча, которая продается, по мне так недостаточно большой. Я люблю, когда много воды, соответственно, какой-либо суп, например, я тоже делаю, где побольше воды. А, Посмотрите сейчас, как я это дело сделал, и после этого мы с вами продегустируем. Описание внизу, состав, собственно-то, он не особо большой. Пока не забыли, поставьте, пожалуйста, подписку. Мне это очень важно, мне нужны подписчики. Лайк, колокольчик. Будем с вами знакомиться, общаться и, в общем, смотрите дальше. Итак, собственно, как вы видите, все достаточно просто. Мы заварили лапшу, туда выкинули все, что было в комплекте, затем мы добавили колбасы, ну, в моем случае, на самом деле, это была ветчина, пережарил для вкуса с маслом, сварил яйцо. У меня получилось ровно то, что я хотел. Оно не переваренное, точнее, оно переваренное немножко, но при этом оно не крутое. То есть оно немножко такое вот, скажем так, мягенькое. То есть его вкус, он есть такой вот этого желточка. У меня сейчас уже немножечко остыло, я не люблю горячие супы. Собственно, чай, кофе и так далее я горячим пить не могу. Собственно, вот такой вот я, наверное, уникальный человек. Ам, я не знаю, я первый раз, наверное, так готовлю. Я, конечно, добавлял майонез, я добавлял всякие разные соусы. А, Но сказать честно, чтобы пойти дальше, я не заходил. Ну, это достаточно интересно. Я думаю, на вкус будет тоже приятно. Майонез я не добавлял, точнее, самую маленькую часть, на самом деле, то, что у меня осталось, в принципе, в холодильнике в упаковке, потому что я забыл купить майонез. А, Дома я сам себе его не делаю, потому что у него срок годности очень маленький. Ну, домашний майонез, который, собственно, вы потом можете увидеть в плейлисте. Видео майонеза будет, просто я еще пока не смонтировал, это уже все есть. Сейчас я, собственно, хочу покушать и, соответственно, заняться монтажом и выложить вот новый ролик, как сделать, собственно, законсервировать томатную, скажем так, пюре или томатную пасту.
недопаста немножко, потому что она не такая густая. В банку, причем готовится это все достаточно быстро. Самое трудное, наверное, это все-таки приготовление, как, например, в покраске там, комнаты, машины и так далее. Сначала нужно все это дело подготовить, это очень долго и муторно. Затем все делается достаточно быстро. В плане приготовления томатного вот этого пюре без уваривания достаточно быстрый. Я не знаю, чей это рецепт, но рецепт мне дала мама. Получилось очень просто. Закатали несколько баночек. Ролик увидите позже. Или наоборот раньше. Я пока не знаю. Может быть, я это раньше выложу, а может быть, наоборот. Ну, в общем, если вы не против, я приступлю к дегустации. Я очень хочу кушать. Я сегодня наработался. На самом деле вермишель как вермишель. Обычная дошираковская. Получилось достаточно вкусно. Добавил я сюда, как вы могли заметить, острый соус чили. По-другому он называется особо острый, кавказский острый или что-то похожее. И попробуем с яичком. Я понимаю, почему добавляют яйцо. Помимо белка, оно очень мягкое и разбавляет вкус, как имбирь, когда используется в роллах, суши. Здесь есть немножко зелени, но ее до такой степени мало. Маленькие кусочки какие-то торчат. Зато стоит недорого. Но скажу вам честно, это все равно дороже, чем приготовить блюдо с нуля, купив нормальные продукты. Это начальный этап. В следующий раз я постараюсь приготовить из нормальной лапши. Никогда не готовил рамен. Но очень хочется. Мне, честно, очень нравится это блюдо. Я когда ел, собственно, в японских, корейских заведениях, там очень вкусно приготовлено было. Поэтому я очень хочу сам попробовать и научиться это делать. По факту, азиатскую еду я, наверное, больше люблю, чем какую-либо другую, чем российскую, итальянскую и так далее.
Дорогие японцы, корейцы, научите, пожалуйста, меня делать рамен. Поэтому, если вы смотрите это видео, напишите комментарии или напишите мне лично. Как, по-вашему, лучше все-таки приготовить это блюдо? Я обязательно его приготовлю. Вот у нас остается все больше и больше воды, что, в принципе, мне нравится. Мне очень жаль, что я не могу передать вам вкус такого счастья. Что я сказал? Такого счастья. Свое счастье. В супе явно чего-то не хватает. Может быть, хлеба? Соус обалденный. А с хлебом, кстати, вкуснее. Вот так вот на приготовление ушло менее 10 минут. На поедание, наверное, того меньше. А нет, кушаю я уже 11 минут. Ладно, еще кусочек хлеба, я наемся. Потом мне будет плохо, но это будет потом. Здесь получается, что мы сначала в желудок закидываем все самое твердое, как камушки, например, в банку. А после этого заливаем водой. И все это дело наполняется, и желудок полный. Вот что-то подобное. Очень много осталось колбасы. Но она обжаренная. Еще вкуснее, чем просто вареная. Поэтому, если хочется сделать бутерброд с жареной колбасой, получается почему-то вкуснее, нежели с обычной. Сервелат, копченую колбасу я бы сюда не использовал. Будет слишком солено. Ну, а если вы заморочитесь и приготовите мясо, будь это курица или свинина, говядина, телятина, крольчатина, без разницы. Можете добавить сюда. Но так как это студенческий ужин или обед, то
Здесь используются все самые дешевые продукты. Столовая ложка масла, несколько кусочков колбасы, 2 яйца, в моем случае еще соус чили, вода, наверное, почти литр. Можно разорвать желудок. Осталось совсем ничего, но я уже не ясно. Просто. Но чувство того, как это вкусно, я и сам не предполагал, что так вкусно получится. Ну а дальше доедается вот так. Дешевле, чем салфетки выходит. Студенческий же. И попробуйте согласиться, что это, во-первых, невкусно, не быстро, не дешево, не интересно. В любом случае, пишите комментарии, понравилось вам или нет. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Делайте репосты, это очень важно. Покажите своим друзьям. Я вам буду безмерно благодарен. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго, счастливо.